Дорогие друзья, я рада приветствовать вас из солнечной Испании. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я подготовила для вас небольшую финскую нарезку новостей. Кому интересно, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начну с хорошей новости, хотя это уже давным-давно и не новость, но не все об этом знают. Уважаемый писатель Дмитрий Глуховский совершенно бесплатно разместил в Телеграме аудиоверсии своих романов «Метро» и «Пост». Если кто еще не знаком с книгами Дмитрия Глуховского, искренне рекомендую послушать. Ссылку оставлю в описании. Глава финской службы безопасности Суоjelupoliisi СУПО Юха Мартелиус заявил в интервью шведской газете Hufvudstadsbladet, что российское консульство на Аландских островах следовало бы закрыть одновременно с консульством в Турку еще в июле 2023 года. По его словам, консульство на Аландских островах – это консульство одного человека, которое не приносит никакой пользы. Впрочем, и вреда от него особого тоже нет. Аландские острова были демилитаризированы в 1856 году по итогам Крымской войны. После Зимней войны Советский Союз потребовал себе права контролировать выполнение соглашения о демилитаризации Аландских островов. После Второй мировой войны соглашение о консульстве на Аландских островах стало частью Парижского мирного договора 1947 года. После распада СССР соглашение унаследовала Россия. Нынешний консул Александр Рогов занимает свой пост с 2020 года и ведет себя крайне сдержанно. Однако в прошлом году шведская же газета Hufvudstadsbladet сообщила, что он поддерживал контакты с Александром Хапиловым, российским дипломатом, который ранее был выслан из Грузии за участие в заговоре с целью убийства президента, а затем и из Латвии. Мартелиус отметил, что финская служба безопасности вмешается, если появятся доказательства разведывательной деятельности консульства. Однако его закрытие – это вопрос скорее политический, чем вопрос чисто безопасности. На фоне политики Трампа в Швеции развернулась дискуссия о необходимости собственной ядерной программы или даже создания общего ядерного альянса для стран Северной Европы. Эксперты по безопасности утверждают, что ядерное сдерживание НАТО остается в силе, но многие европейские лидеры сомневаются в надежности американской защиты. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить французский ядерный арсенал на другие страны Европы, а будущий лидер Германии Фридрих Мерц высказался за общеевропейскую ядерную программу. Швеция разрабатывала ядерное оружие еще в 1960-х годах и, по мнению экспертов, могла бы быстро создать свою ядерную бомбу. Однако вместо создания новых ядерных программ сейчас обсуждается усиление европейской ядерной стратегии, например, интеграция французских ядерных сил в НАТО. Главная проблема – Европа сильно зависит от США в ядерной сфере, и без американской защиты ей было бы сложно сдерживать Россию. Затевая реформу в медицинской и социальной сфере в Финляндии, власти обещали сохранить медуслуги в каждом муниципалитете. Но обещать не значит жениться. И на деле медуслуги урезали. Десятки поликлиник закрыты. Более чем в 100 медпунктах больше нет приема врача. Еще в 50 врачи работают только несколько дней в неделю или реже. Вместо очных приемов предлагаются цифровые услуги, мобильные клиники, консультации медсестер или приемы в соседних городах. Как комментирует происходящее Лассе Лехтонен, главврач по диагностике медокруга Хельсинки и Уусима, возможно, оправдано, что не во всех муниципалитетах врачебные услуги сохраняются, учитывая численность населения в них. Но он не поддерживает централизацию медицинских услуг.
Лехтены выступает за датскую модель, при которой семейные врачи работают как частные практикующие специалисты и распределены по всей стране, оставаясь ближе к пациентам. Исследования показывают, что централизация медуслуг в крупных центрах не дает значительной экономии. В других скандинавских странах еще 15 лет назад решили, что лучше привлечь частных врачей в систему первичной медицины, чем пытаться все централизовать в рамках госуслуг. Лехтенен выделяет две тревожные тенденции. Это рост платы за медуслуги, который ограничивает доступ к лечению для людей с низкими доходами, и закрытие местных медпунктов. Если дежурный медпункт находится в 100 километрах, многие просто не поедут, даже если им нужна помощь, считает Лехтенен. Долгожданные хорошие новости. Еще 10 убийц встали на путь исправления и будут освобождены по УДО в течение этого года. Спасибо, начальник. Как говорится, на свободу с чистой совестью. Среди них одна женщина, остальные мужчины. Выйдут на свободу, например, убийца, инсценировавший исчезновение своего друга, мужчина, перерезавший горло беззащитной женщине, и пара, вводившая своей жертве наркотик, известный как секс-наркотик. Почти все убийства однотипные. Алкоголь, запрещенка, ревность, труп. Мое внимание привлекли личности некоторых преступников. Сейчас убийце 55 лет, и он провел заключение уже около 20 лет. Это его 7-й срок в тюрьме. Другому около 60 лет, и гражданин отбывает 6-й тюремный срок. Ранее он был осужден по разным статьям, в том числе за нападение и избиение. Конечно, многие тут сказали бы, что Горбатова могила исправит. Но финский суд – самый гуманный суд в мире. Согласно оценке риска, нет явной угрозы, что после освобождения они снова совершат тяжкие преступления против жизни, здоровья или свободы другого человека. Поэтому они выйдут на свободу в этом году. Пожелаем оступившимся гражданам удачи в свободной жизни. Следующая хорошая новость. Что, напряглись? Новость хорошая. Финские электросетевые компании потерпели поражение в суде ЕС. 3 года назад они затеяли судебную тяжбу против решения энергетического агентства Финляндии снизить их допустимый уровень прибыли на 2022-2023 годы. Компании утверждали, что это нарушает независимость регулятора. Однако суд ЕС постановил, что изменения были законными. В 2021 году правительство Санны Марин очень грамотно скорректировало закон, чтобы снизить тарифы на передачу электроэнергии, но не вмешивалось в полномочия регулятора. В результате электрокомпании потеряют около 300-350 миллионов евро доходов. Решение суда ЕС является обязательным для арбитражного суда Финляндии, а также для судов других стран ЕС, если они столкнутся с аналогичными вопросами. Арбитражный суд Финляндии вынесет окончательное решение по этому делу позднее. Однако решение суда ЕС обойти не удастся. Энергетическое агентство удовлетворено решением ЕС, считая его ожидаемым и подтверждающим независимость регулятора. Продолжаются обсуждения отмены налога на наследство. Многие граждане приветствуют отмену налога, не замечая подвоха. Налог на наследство предлагается не просто отменить, а заменить его налогом на прибыль от продажи. Объясняю на пальцах, что это значит. Например, вам досталась в наследство квартира. Сейчас вы просто платите налог на наследство и продаете квартиру. Все. Предлагается этот налог на наследство упразднить, зато при продаже квартиры придется уплатить налог на прибыль от продажи, который на сегодня составляет от 30 до 34%.
И уже не будет действовать право безналоговой продажи, если в квартире прожито 2 года, и, скорее всего, платить придется больше. Вот и считайте, нужно ли отменять налог на наследство. Обсуждается также повышение порога для налогов на наследство. Сегодня это 20 тысяч евро на каждого наследника. И это было бы выгоднее для каждого из нас, чем полная отмена налога. Насмотревшись, как чудят старики на постах президентов больших стран, молодежь отделения партии «Коалиция» Kokoomus в Центральной Финляндии предложила ввести верхний возрастной ценз 80 лет для участия в выборах и для избирателей, и для кандидатов. Предложение оскорбило чувства старших однопартийцев. Генеральный секретарь партии «Коалиция» Тимо Эло назвал идею отвратительной и подчеркнул, что она идет вразрез с ценностями партии Kokoomus. Отцы и дети не сошлись во взглядах. Старики хотят решать судьбы молодежи, а молодежь считает, что возрастные изменения могут снижать когнитивные способности и влиять на качество избирательных решений. Еще одна хорошая новость. Финское правительство решило ужесточить закон об иностранцах, чтобы ускорить депортации в некоторых случаях. Также хотят прописать в законе, что если беженец ездит на родину, например, отдыхать, то, возможно, он и не так уж там в опасности. Проще говоря, если ты можешь спокойно пить коктейли на пляже в стране, откуда ты бежал, то, наверное, зря бежал, и статус беженца тебе ни к чему. В настоящее время поездки в страну исхода тоже могут рассматриваться как основание для лишения международного статуса защиты. По этой причине в 2023 году статус беженца был аннулирован у 33 человек, а статус дополнительной защиты у 31 человека. Поправки к закону сделают это основание законодательно закрепленным и менее двусмысленным. При этом возможно исключение. Снова обсуждается строительство моста между Финляндией и Швецией. Конфедерация финской промышленности настаивает, стране нужны новые транспортные маршруты, чтобы в случае кризиса не оказаться отрезанной от Европы. Рассматривается 3 варианта. Мост или тоннель между Турку и Стокгольмом через Аландские острова. Второй вариант – мост через Ботнический залив Вааса-Умео. И третий вариант – подводный туннель Хельсинки-Таллин. Конфедерация финских промышленников считает маршрут Турку-Стокгольм особенно перспективным, хотя пока вовсе его не анализировали. Основной аргумент – безопасность и торговые связи. Эксперты предупреждают, что проект сложный, особенно если пройдет через Аландские острова, из-за логистики, экологии и политических нюансов. Ведь и мост можно взорвать при желании. Финансировать проект предлагается через ЕС и партнерство с северными и балтийскими странами. Пока финское правительство выделило 200 тысяч евро на предварительные исследования, но до реального строительства еще далеко. Долгие годы в Хельсинки была острая нехватка арендного жилья. Теперь его переизбыток, цены на аренду снизились, но неожиданно возникла новая проблема. В условиях, когда жильцов не хватает, инвесторам не до жиру, быть бы живу, и квартиры сдаются любому, кто платит. В результате новые качественные дома заселяются проблемными жильцами и появляются наркопритоны. Появление наркоквартиры превращает жизнь соседей в постоянный ад. А выселить проблемных жильцов сложно из-за бюрократии. Поправки в закон должны упростить расторжение договора с нарушителями правил общежития. Но сами владельцы жилья, инвесторы, пытаются замолчать проблему и не спешат выселять наркомов из своих домов. Но если для инвесторов это просто бизнес, то для арендаторов это дом, в котором они хотят чувствовать себя в безопасности. Арендаторы бегут из новеньких домов, сверкая пятками.
Тема жилья в Финляндии вообще стала такой интересной. Наверное, нужно сделать отдельное видео. В Испании продолжаются гонения на развлечения для взрослых. В провинции Аликанте провели массовые задержания сутенеров и администраторов публичных домов. Задержано 48 человек, и одновременно говорится об освобождении из сексуального рабства того же количества женщин. Непонятное совпадение. Женщины преимущественно из Латинской Америки. Их ввозили в Испанию по фальшивым предложениям о работе. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!